Что дает прохождение активации рун? Помимо изменения структуры ДНК, и что можно сказать о тех, кто не прошел активацию до конца? Что дает прохождение активации рун? Во-первых, проходя первый тир, вы знакомитесь с законом равновесия, то есть вы уравновешиваете себя как личность, вы узнаете, кто вы есть, становитесь гармоничны, равновесны. А став равновесно, когда слетают шаблоны, я буду так называть общим словом шаблоны, это те же мемы, те же какие-то стандарты, в человеке открываются природные его способности, которые называют большинство сверхспособностями. Настоящему магу, особенно который взял в руки руны, ему оценка людей не нужна, потому что он знает, кто он есть. Так вот, тот, кто проходит первый тир, первые 8 рун футарка, он начинает понимать, кто он есть, и начинает активно использовать свои способности, которые я не называю сверхспособностями, а я называю это способностями. Ясновидение, яснознание, яснонюхание, то есть все, что относится к понятию ясно и сверх и тому подобные вещи. Другое дело, как человек начинает это использовать, как начинает он этим управлять. И я вам хочу сказать, что не обязательно нужно родиться в роду потомственных ведьм или колдунов, или там магов, или там нужно проходить какую-то специальную посвящение, тебя там накладывают на тебя руки, накидывают капюшон, там проводят с тобой ритуалы, положив на алтарь с пятиконечной звездой. Ребята, это все ритуалистика, которая изменяет форму, но не меняет содержание. На самом деле содержание меняется за счет того, когда человек начинает осознавать, кто он есть. Вот тогда у него открываются все эти способности. Они природно заложены в человеке. Некоторые боятся этого. Ну как же, вот начинают видеть то, что раньше не видели, это, естественно, многих пугает. Почему некоторые и слетают, пройдя первый тир. Меняется структура ДНК. ДНК не физического тела, а структура ДНК духа. Нашего духа, который живет в нашем теле. Руны прописываются на ДНК духа. ДНК я беру в кавычки. Например, врачи проведут анализ до активации рун, возьмут анализ у вас крови там или что-то, чтобы и увидят ДНК. И после того, как вы активируете, проверит ДНК, никаких изменений не будет. Какое ДНК было до этого, такое ДНК останется. Вопрос в другом. В следующем воплощении ДНК духа может изменить ДНК тела еще до того, как сделают анализ. Еще в утробе матери ДНК духа, который вселяется в тело младенца, еще живущего в утробе матери, уже меняет это ДНК. Человек рождается уже с измененным ДНК. Поэтому ДНК тела остается неизменным. Меняется ДНК духа, сменяется голограмма, которая прописывается на тонких полях. А тонкие поля — это не что иное, как наша душа. Я рассказываю это в подготовительных занятиях очень подробно. Тот, кто не прошел активацию до конца, это все равно, что, например, назначают вам лечение. 3 недели пить антибиотики. Притом в определенное время и строго после еды. Вы 1 неделю пропили, вам стало легче, вы чуть-чуть стали приходить в себя. Раз вам легче, дальше не принимать. Так вопрос, вы прошли полное лечение? Нет. Почему? Потому что, например, когда вы узнали, гармонизировали свое состояние, пройдя первый тир, то вам нужно пройти второй тир. Для чего? Для того, чтобы гармонизировать подсознание. Потому что подсознание управляет реальностью. И как научиться, чтобы не подсознание вам не выкидывало во сне разные обрывки, а для того, чтобы вы могли на уровне подсознания понять, как работает энергия, как этой энергией управлять, как можно программировать свое подсознание на реализацию. Именно так руны работают. Почему я связываю это с биоэнергетикой, но не в том виде биоэнергетики, которую понимает большинство. Это не там поводил руками по биополям и что-то там настроил. Нет, биоэнергетика — это когда мы понимаем принципы биоэнергетики, работы с физическим телом, которое отражается в тонких полях. Вот это понимание, как руны это все меняет, как меняет физическое тело и как могут менять тонкие тела. Когда человек начинает жить осознанно, то у него, извините, начинается не регрессия клеток, а наоборот прогрессия клеток. Идет обмен энергии, обмен веществ на физическом уровне настолько интенсивный, оно омоложаться будет, и вы сможете прожить намного больше, если вы захотите. Даже так, я это могу утвердить. Как вы дожили до 100 лет, я бы сказал, это руны мне помогли. Но на самом деле
через руническую энергию можно изменить свое биополе, омолодить свое тело и так далее. Вот почему я, в общем-то, выбрал руны, проникнул в эти знания, понимаю, как это работает, и дальше узнаю глубину рунистики, понимаю, что они безграничные и совершенные знания, данные нам свыше. Поэтому тот, кто не прошел активацию до конца, он упустил самое главное. Он упустил работу с подсознанием и он упустил работу со своей волей. Прошел только первый тир, например, или только второй тир, и на втором тире слетел. И не знает, как управлять. Могу сказать, что вот этот отпечаток, который был на духе, он будет теперь вечным зовом. Вы уже от рун не отделаетесь, потому что часть рун прописалась, а другая часть будет вас звать всю вашу жизнь. И вы будете убегать от них, но они вас будут везде настигать. Вы будете видеть это в перекрестке веток, вы будете это видеть в облаках, вы будете это слышать везде. Руны будут вас преследовать. Руны просто вас будут манить, звать. Это точно так же, почему многие приходят на обучение или начинают серьезно и глубоко изучать руны. Это потому, что у них уже когда-то это было прописано. Поэтому, может быть, в этой жизни вы убежите от этих знаний, но в следующем воплощении, никуда вы не денетесь. Они в любом случае пропишутся у вас по полной программе. Поэтому бегайте, не бегайте, а в любом случае вы рано или поздно познакомитесь с рунистикой, как бы вы этого хотели или не хотели.